Всем привет! Сегодня у нас будет прогулка по Праге. Плюс ко всему, сегодня будет шествие 3 царей. Сзади меня располагается Вифлеемская юрта. Я думаю, вы поняли, о чем будет сегодняшний ролик. Пойдемте смотреть. Если ты, как и я, до этого дня не знал этой истории и не знал ничего о 3 королях, то сейчас тебе обо всем расскажу. Давным-давно в странах Востока жили 3 мудрецов. Мельхиор, Каспар и Вальтазар. Каждый из них был из своей страны. Мельхиор был из Персии, Каспар из Индии, а Вальтазар из Вавилона. Они были учеными, которые наблюдали за звездами и знали древние пророчества. И однажды ночью они заметили необычную звезду, ярко сиявшую на западе. Она была знаком исполнения древнего пророчества. Восходит звезда от Иакова 24:17. И они решили отправиться в путь. Но почему они это сделали? Было на то 3 причины. Первая причина – это исполнение пророчества. Мудрецы знали, что звезда предвещает рождение царя, который должен изменить весь мир. Второй причиной был духовный поиск. Они знали истину, веря, что этот царь принесет спасение всем народам. И третья причина была – это божественное вдохновение. Возможно, сам Бог вложил в их сердца желание отправиться в дальнее путешествие, чтобы поклониться новому царю. И так каждый из них отправился из своей страны, как я и сказала ранее, из Персии, из Индии и Вавилона. Встретились они все в Египте, который был удобным перекрестком торговых путей, и продолжили путь вместе, следуя за звездой. Они выбрали верблюдов как транспорт, так как те были выносливы и могли переносить жару пустыни. Это не конец истории, и хотелось бы внести небольшую ясность. Мы сейчас с вами ушли от Пражского града, где располагалась Вифлеемская юрта, и отправляемся в собор, который находится недалеко от Малостранской. Собственно, сегодня в Праге празднуется праздник 3 королей, про которых я вам сейчас и рассказываю. Обычно он проходит 6 января, но в этом году его решили отпраздновать 3 числа. Помните, в прошлом видео я вам рассказывала о том, что обычно чехи выбрасывают елку после последнего праздника, который происходит 6 января. Так вот, это тот самый праздник, про который я говорила. Это тот праздник, после которого чехи начинают выбрасывать елки, и, собственно, это означает окончание Рождества. Поэтому сейчас мы отправляемся с вами в собор, и я продолжаю историю. Важно понимать, что никто точно и достоверно не знает, сколько их было на самом деле, как долго они шли, но если опираться на то, что у нас есть, то вот что говорят. Их путешествие длилось несколько месяцев. Каждый из них взял с собой дар для новорожденного царя. И Мельхиор принес золото, символизирующее царскую власть. Каспар выбрал ладан, используемый в молитвах как знак божественности младенца, а Вальтазар привез миру, символ страдания и будущей жертвенности. Когда они прибыли в Вифлеем, звезда остановилась над мостом, где находился сам младенец Иисус. Волхвы поклонились ему, преподнесли свои дары и признали его царем над царями. Во сне Бог предупредил их, чтобы они не возвращались к царю Ироду, который замышлял зло против младенца. Поэтому они ушли другой дорогой домой. Ale ve světle víry poznali, že Ježíš je skutečně syn Boží. Že ty jsi otec našeho Pána Ježíše Krista a také každého z nás. Существуют традиции, связанные с волхвами. Да, их также 3 королей называли магами, волхвами, то есть у них есть разные названия, так сказать.
История волхвов всегда была частью христианской традиции, но на Западе она обрела особую значимость в Средневековье. Первое. Имена и символика. В VI веке волхвам были даны имена Мельхиор, Каспар и Вальтазар. Их стали изображать как представителей 3 частей света – Европы, Азии и Африки, чтобы подчеркнуть универсальность Рождества. Христос пришел для всех народов. Второе – это паломничество. В XII веке мощи волхвов были перенесены в Кёльнский собор, что создало их объектом почтения. Это способствовало развитию легенд и укреплению их культа. Третий, который я уже говорила, это праздник 3 королей. Католическая церковь утвердила этот праздник 6 января как День 3 королей или праздник Богоявления, который символизирует поклонение народов мира Христу. В этот день устраивают шествия, разыгрывают сцены с дарами и звездами, а в некоторых странах, например, в Испании, дарят детям подарки как напоминание о дарах волхвов. В Чехии в этот день принято также собирать пожертвования, и вы можете их часто увидеть на улице в этот день. Четвертое – это искусство. Сцены поклонения волхвов стали популярными в западной живописи, скульптуре и театре. Их изображения украшают витражи, алтари и фрески во многих католических храмах. Также в этот день вы можете увидеть часто на дверях написано КМВ, что, собственно, обозначает их имена – Мельхиор, Каспар, Вальтазар. Я, когда первый раз увидела, сначала не поняла, но, собственно, ознакомившись со всем этим делом, мне уже стало это более понятно. И вот сейчас мы выходим с вами из церкви, или из собора, как правильнее будет сказать, и отправляемся в сторону Карлова моста. Интересно то, что в Чехию также привезли верблюдов. И существует такая традиция полностью воссоздавать как бы их путь, который они проходили, и таким образом они проживают эту историю заново. Собственно, главный вопрос, почему волхвы не так важны в православии. Ой, dobrý den. Děkuji. В православной традиции волхвы также упоминаются в евангельском рассказе, но их образы не развиваются. И первое – это приверженность тексту. В православии волхвы остаются анонимными мудрецами, пришедшими с Востока, как сказано в Евангелии. Имена и подробности о них не добавляются. Второе – это богословский акцент. Православие делает больший акцент на богословском смысле Рождества и Богоявления, чем на деталях поклонения волхвов. Главными событиями являются рождение Иисуса, Его смирение и спасательная миссия. И третье – это другие праздники. В православии 7 января празднуется Крещение Господне Богоявление, которое подчеркивает начало служения Иисуса, а не визит волхвов. Блин, вы знаете, что хорошо? Хорошо быть местным жителем, который знает соседнюю улицу, по которой можно дойти до Вацлавака, чтобы не переться вместе со всей этой толпой, вместе с этими царями. Поэтому сейчас так быстренько обойду. Я, честно, не зря начала заниматься бегом, потому что сейчас за ними бежала. Они от церкви пошли через Карлов мост, но я понимаю, что там будет давка ужасная. Я села на один трамвай, сидела второй, села на другой трамвай, и, в общем, я успела к тому, как они пришли на Карлов мост. Вы видели эти кусочки. Вот, сейчас я бегу на Вацлавак, потому что там тоже какая-то там декорация установлена. Посмотрим, что будет. Я думаю, они еще не успеют дойти. Эти верблюды в целом не так быстро ходят, а мы уже практически пришли на Вацлавак.
Они прошли свой путь, и вот мы уже с вами на Старомнестской площади, где сейчас будет исполнено что-то типа воссоздания того, что было тогда. И в заключение всего хочется сказать, что история волхвов – это рассказ о вере, поиске истины и поклонении Богу. Она вдохновила многие традиции, особенно в католическом мире, где волхвы стали символами народов, объединившихся перед Христом. В православии их роль менее акцентирована, но они остаются важной частью рождественской истории, подчеркивая величие рождения Мессии. А на этом все. Спасибо вам за просмотр. Всем пока.